О, снова вижу хмурое лицо. Видимо, сомнения такие одолели. Да, одолели. И что же на этот раз? Нестыковочка получается. Я бог, ты бог, он бог, все боги. Каждый творит, что вздумается, не обращая внимания на других. Общих законов в принципе нету. А стало быть, и бога. Начинается та же бойня. Где тут логика? Да, понятно. Что ж, тогда давай разбираться. Для начала надо отметить. Право быть богом имеет каждый, но пользуются им не все. Приблизительно половина. Половина старается создавать, половина потребляет. Половина стремится к свету, половина притягивает темные стороны бытия. Потому что в глобальном целом все уравновешено и симметрично, в том числе и способы проявления бытия. Ты хочешь сказать, что темнота столь же основательна, как и свет? Не совсем, но близко. Ты же понимаешь, любая определенность немыслима без своей альтернативы. А в данном случае такая альтернатива появляется сразу же, в первые мгновения бытия. Смотри, вот перед нами исток проявления. Начало, которое порождает все, пока еще лишенное любых атрибутов, кроме одного. Это Создатель. Создатель всего, что последует после него. И вот этот Создатель начинает себя фактически проявлять, создавая что-то иное, отличное от него. Но поскольку в его описании есть лишь одно различимое качество – способность создавать, первое его отрицание, первое возникающее «не я», этой черты оказывается в принципе лишено. Оно сразу же становится не Создателем, идеальным отрицанием Творца, тем, что к созиданию заведомо непригодно. Только в этом может проявиться его инаковость. Понимаешь, любой творец, начиная работу с нуля, прежде всего создает своего идеального антипода. Ничего иного он создавать пока не может. Семантика мира на этом этапе еще чрезвычайно проста. Значит, черт появляется неизбежно. Ну, допустим. А дальше? Дальше включается принцип инерции. Все повторяется снова и снова. В результате возникают и закрепляются два уникальных стабильных аспекта. Вечный создатель или бог, и вечный потребитель или черт. Светлый источник и черная дыра. Два индивида, уравновешивающие и дополняющие друг друга. И вот только после этого у созидающего начала появляется возможность создавать более сложные синтетические конструкции, примером которых и является человек. Теперь я понял, почему ты назвал человека более сложным. Да, в отличие от черта, творческое, выбирающее начало, человека действительно включено. Потому что следующее другое, порождаемое первопричиной, должно быть уже и не богом, и не чертом, а чем-то иным, чем-то средним между ними, способным и создавать, и потреблять. Вот благодаря такому отличию конкретный реальный бог и начинает процесс своего развития. Луч света, посылаемый им в неизвестное, отражается и возвращается назад, принося информацию об еще неизведанном бытии. Именно с этого момента и начинается то движение, о котором мы говорили. Стоп, но если в каждом человеке что-то от светлого бога есть, почему темных оказывается так много? Да потому что частицу света, искорку созидающего начала, надо не только иметь в начале, но и уметь ее сохранить. Если забыть об ее укреплении, брать себе больше, давать миру меньше, эта искорка станет чахнуть, пока не погаснет совсем. Вот тогда-то и начнется то падение, которое мы обсудили. Страшное и затяжное. Падение в дыру, дна в которой нет. И случиться это может на любом этапе твоего продолжительного пути. Любой вариант мировой цепи возможен. Поэтому гони от себя мысли типа «я уже достаточно светлый, пусть теперь работают другие». Именно с них падение и начнется. Привыкай потихоньку к мысли. Право быть богом, как и любовь, является теоремой, которую нужно доказывать каждый день. Фу, ты меня пугаешь. Ну ты что же, надо постоянно находиться в напряжении? Нет, находясь в напряжении постоянно, ты не выдержишь точно. Не надо стараться быть хорошим, просто будь им. Каждый раз, совершая выбор, делай то, что полезно для всех, а не только лишь для тебя. Не руководствуйся принципом, а что я буду с этого иметь? Ты будешь иметь тех, кто будет тебя иметь. Вы будете иметь друг друга. В этом суть потребительского отношения к жизни. Учись получать удовольствие, помогая другим. Удовольствие от того, что ты поступаешь правильно, так, как тебе подсказала совесть. Кстати, очень важный ориентир в твоем движении. И тогда напряжение вообще не возникнет.
твои желания и стремления совпадут с желаниями и стремлениями других. Да, но это легче сказать, чем сделать. Конечно. Я тебе уже говорил, жизнь штука сложная, выдерживать ее не все. Потому половина и падает. Если бы все было так просто, пресловутая война добра и зла давно бы уже завершилась. А почему вот в Библии говорится, что падших ангелов только треть, а не половина? Это как считать. С точки зрения простейшей логики, двузначной, существуют две основные градации – правые и левые. В каждый момент своего развития конкретное «я» находится там или здесь. А вот с точки зрения более сложной, трехзначной логики, выделяется еще группа неопределившихся, болтающихся туда-сюда, еще не выбравших окончательно свет или тьму. Вот на территории этой группы как раз и ведется упомянутая нами борьба. За каждую душу, способную сделать выбор. Стоп, опять неувязочка намечается. Если кто-то выбрал падение, зачем ему бороться за выбирающее начало? Ну им явно ни к чему. Вообще говоря, он выбрал не падение, он выбрал потребление. Падение – лишь приложение к его выбору, обязательное, но не замеченное им прежде. А вот когда он его заметит, фактически, а факты могут быть очень страшными, потому что дна в этой твари нету. Понимание ужасной ошибки начинает до него доходить. И тогда он стремится вернуть себе то, что в свое время не оценил. Покупая душу у какого-то простачка. Поэтому мой тебе совет. Не стоит пробовать этот путь. Поверь, держаться на плаву гораздо лучше, чем подниматься из глубины. И уж точно не так болезненно. Ну хорошо, допустим, я выбираю свет. Но каждый видит его по-своему. Разночтение все равно неизбежно, а значит и конфликт. Получается, выбрал я свет или тьму, результат все равно единый. Или я принуждаю, или принуждают меня. Ну, так это выглядит лишь на первый взгляд. А если копнуть глубже, сразу выяснится. То, что меняет твое состояние, есть результат твоего начинания, всех твоих выборов, сделанных ранее. Тебя принуждает твое фактическое «не-я». Всеобщего «не-я» быть вообще не может. Оно является ничем по определению. Не думай о других, как о чем-то оторванном от себя. Кто-то это кто-то, а ты это ты. Проблемы иных реализаций к тебе отношения не имеют. Ты можешь действовать только в своем. Ты не можешь делать заключения обо всем на свете, о бесконечном множестве возможностей, заключенных в абстрактном всем. То, что тебя окружает фактически, начало берет в самом тебе, в точке привязки конкретного мира. Поэтому первоисточником того, что тебя принуждает, являешься именно ты. И поэтому сражаться приходится не с другими. В сущности, ты воюешь с собой, с копиями себя самого. В чем-то удачно, в чем-то не очень. Ну, тогда я точно пропал. Этих копий настолько много, что шансов у меня практически нет. Набирается целый космос. Ай, ну вот опять, словно мы это не обсуждали. Снова придется тебе напомнить. Количество циркулирующей в тебе информации ограничивает и сложность подтверждаемого тобой объекта. Объект сложнее воспринимающего субъекта быть не может. А это значит, что твой персональный космос оказывается не сложнее тебя самого. Поэтому шансы на победу у тебя действительно есть. Но ведь кроме меня есть другие люди. Те самые копии, о которых ты говорил. Такие же сложные, как и я. Для каждой из которых это положение остается в силе. Да, в совокупном сознании множества мы сохраняем огромное целое, заведомо превышающее по сложности любого из нас. Но по отдельности, в частных сознаниях, лишь упрощенные версии онного, наложение которых друг на друга и формирует тот мощный образ, который, по мнению многих, существует сам по себе. Как говорят науки, объективно, но которого по факту ни в одной из проявленных жизней нет. Наших жизней. Ты хочешь сказать, что космос – это коллективное творчество многих, не связанных воедино? Но почему же не связанных? Начало у них одно, мы же про это уже говорили. И результаты их творчества схожие. Правда, различия все же имеются. А значит, и разности потенциалов, провоцирующие формирование временной цепи. Вся эта масса приходит в движение, в котором каждая конкретная единица действует в соответствии с собственными представлениями о бытии. Селись найти для любого явления место, в котором оно успокоится, характерное именно для него. Если подобная цель достигается, значит познание здесь завершается, а жизнь переходит на новые планы. Но сохраняя накопленный опыт. Зачем отказываться от решений, найденных с таким трудом? В результате на каждом новом уровне нашего многоэтажного дома
действуют одни и те же отработанные жизнью законы. Вверху, как и внизу, очень популярная концепция, тесно переплетенная с не менее известным по образу и подобию своему. То, что проверено в прежних условиях, повторяем в других обстоятельствах при переходе на новые планы. Ты ведь про фракталы слышал? Фракталы? Да, множество, обладающее свойством самоподобия. Общая форма подобного множества в каждом фрагменте его повторяется. Или наоборот, форма фрагмента диктуется множеству. Это с какой стороны посмотреть. Очень плодотворная идея. Можно построить огромное здание, не добавляя существенно нового, просто копируя все представления и на открытый новый план. И таким образом связывая конструкцию в сложный, постепенно наматывающийся клубок, подчиненный общему закону, заметь, найденному именно тобой, общему для тебя, а не всего, что не есть на свете. Значит, таки общий закон. Ну, тогда же развитие завершится. Ты же меня в этом убеждал. Да, это, к сожалению, возможно, если закон будет новое подавлять. Если же он будет его направлять, не запрещая свободу движения, предлагая простые решения, проверенные многократно, возможность для развития останется. Развитие, протекающего по плану. И добавляя все новые копии, ты неизбежно привносишь случайное, то, что тобой еще не изучено. Поэтому приток необработанной информации есть. И к обработке такой информации задача развивающегося сознания как раз и сводится. Обработке, упорядочиванию и закреплению в новых смыслах. И это закрепление очень важно. Ведь согласовывать все инновации можно лишь в рамках стабильной семантики, не разрушающей, а добавляющей новые, более сложные блоки, каждый из которых привносит и новые связи, ограничивающие накапливающееся бытие. Поэтому жизнь и теряет свободу. И поэтому приходит то принуждение, которое тебя испугало. А что поделаешь? Можно быть свободным от другого, но только не от себя. От себя уйти невозможно. Все, что накоплено в ходе развития, будет влиять на твое построение, формируя индивидуальность твоего субъективно-объективного бытия. В сущности, жизнь применяет идею рекурсии, повторяя и совершенствуя саму себя, создавая новое и познавая свое творение, то генерируя, то потребляя, раскачиваясь туда-сюда. Рекурсивность – это следствие ее полноты и самодостаточности, и инструмент для достижения своего совершенства. Думаю, эта идея тебе понравится. А почему это вдруг? Все остается в твоих руках, вся полнота возможностей. Правда, ответственность тоже добавляется, как обратная сторона свободы. Обратная сторона? Да, мы ведь об этом уже говорили. Тот, кто свободен, свободно и действует, нет никого, кто оспорит решение. Значит, и следствие этого действия тоже никто за него не исправит. Все придется править самому. Ну а как иначе? Главная проблема Бога здесь проявляется очень ярко. Какая еще проблема? Одиночество. Бог ведь не знает себе конкуренции, с ним припираться никто не осмелится. То есть другого с таким полномочием в этой реальности в принципе нету. А значит, нет и того, кто за него исправит. И вот это вот качество Бога сразу расставляет точки над «и». Становится понятно. Свобода и ответственность – это начальная и конечная сторона одного и того же импульса бытия, одной и той же временной цепи, создаваемой базовым индивидом. Тот, кто свободно нарушил симметрию, сам же ее восстановит впоследствии, разве что погибнет раньше. Частная жизнь, к сожалению, имеет пренеприятнейшую способность кончаться неожиданно. Но тогда исправлять накопленные грехи приходится в следующей своей жизни, и с этим ничего не сделаешь. Карма, термодинамика, равновесие, справедливость, называй как хочешь. Симметрия твоих отношений восстанавливается непременно. Ну вот, ты опять насупился. Разве свобода тебе не нравится? Нет, свобода нравится. Не нравится ее обратная сторона. Да, такая проблема есть. Свободу люди обычно понимают как свободу гадить, в расчете на то, что убирать за ними будут другие. Так не получится. И чем быстрее ты это поймешь, тем меньше придется потом корячиться. Подожди, но и другие же все же имеются. Скажем, ты и я. Ведь явно не совпадаем, но друг на друга при этом влияем. Например, обмениваясь информацией о бытии. Как? Это ясное всем обстоятельство может ужиться в твоей модели. Очень просто. Смотри. Вот наша прежняя общая линия. Вот точка, в которой мы разделились. Обрати внимание. Эта точка, как и любая другая, начинает бесконечное множество разных кривых.
возможных продолжений прежнего мира. Кстати, замечу, если принцип Гюйгенса-Френеля тебе знаком, вспомнить его сейчас будет очень кстати, как и многомировую Веретову интерпретацию квантовой механики. Но это я так, к слову. Если ты о них не слышал, не заморачивайся, просто слушай. Так вот, в исчерпывающе полном целом, каждый такой вариант продолжения будет проявлен в каком-то движении, то есть фактически осуществится где-то, когда-то для кого-то. Но я тебе уже говорил, кто-то это кто-то, а мы это мы. Мы можем говорить только о своем, чужие реальности нам неизвестны. Поэтому из множества оговоренных продолжений выделим только два – твое и мое. Правда, добавим к ним близкие копии, которые назовем ты и я подобными мирами. Это параллельные версии тебя и меня, которые в завершенном целом обязательно существуют. А теперь смотри внимательно. Пусть, продвигаясь по собственным линиям, мы повстречались в каком-то мгновении. Начинается общение, в ходе которого я замечаю, что ты выглядишь и ведешь себя одинаково. Появляется уверенность, что я говорю с одним и тем же. Мысль о том, что твоя траектория не совпадает с моей траекторией, что я общаюсь с другими субъектами, чуть измененными версиями тебя, у меня даже не возникает, так как привязка к фактической версии тебя содержится в тебе, а не во мне. Я вижу только свое, то, что соответствует реалиям моего особого мира, так же, как и ты видишь реалии своего. Понимаешь? В исчерпывающе полном целом любой субъект, режиссер конкретного мира, всегда найдет актеров, старающихся ему подыграть, которые строго соответствуют его представлению о бытии, которые используют те же законы и находятся в том самом состоянии, в котором, по его мнению, не должны. Ну ты нарисовал. Слушай, а ты не бредишь? Может быть и брежу, только как ты это определишь? Ну как? Говорят, опыт – критерий истины. А что, мои рассуждения противоречат какому-то опыту? Наоборот, они его объясняют. Объясняют то, что наука нам объяснить не может. Как разнородные центры активности вдруг оказались увязаны в целое. Самостоятельные по сути, но волшебным образом объединившиеся в одно. Все, до чего оно додумалось, это объективно-материалистическая концепция, о несостоятельности которой я тебе уже говорил. Да помню, я помню. Кстати, давно хотел спросить, а зачем ты мне говорил? Ну вот зачем ты мне это рассказываешь? Если твой мир это твой, а мой это мой, ну и живи себе в свое удовольствие. Выбирай, что хочешь, я-то тут при чем? Как это при чем? Если мы встретились, значит мы связаны. Значит ты в мире моем прописан, как полноправная копия меня самого. Копия способна делать выбор и создавать для меня проблемы. А улаживать все проблемы в моем мире приходится мне, и уйти от этого я не в силах. Поэтому так или иначе, наши отношения надо будет как-нибудь выяснять. Что я и пытаюсь сделать. Это раз. А теперь обсудим два. Одиночество, о котором мы уже говорили. Не думай, что проблема эта надуманная и проста. Одиночество Бога – вещь серьезная. Поэтому я напомню. Все реальное конечно, в том числе и мощности источника бытия, потенциал его фантазии, подсказывающий ему, чтобы такое еще сотворить. А это значит, что непременно наступит мгновение, когда мощность его, увы, иссякнет. Неожиданно вдруг окажется, что его творческий потенциал выдохся и затих. Величайшее достижение вернется ужасным крахом. С этого момента единственным способом бытия во времени для него останется потребление, стирание того, что создавалось с таким трудом. То самое падение, о котором мы уже говорили. Представляешь, какая драма? Вроде бы самый светлый и вдруг начинает падать. Люцифер, ты про него, конечно же, слышал. Ну, конечно, но в таком ракурсе мне это не представлялось. И что, выхода действительно нет? Ну, теоретически выход есть всегда, в том числе и здесь, но это предмет особого разговора. Думаю, ты согласишься. Чтобы не мучиться в поисках выхода, проблему лучше не создавать. Во всяком случае, такую. Проблему, возникшую из-за того, что конкретное созидающее начало жестко замкнуло своих представлений, не допуская в систему случайное, то есть хоть в чем-то ему неизвестное. Оно уверовало в свое неприходящее совершенство, знание вечной истины как таковой, и всеобъемлющей, и конкретной. Оно выстроило непроходимую стенку между своим правильным и другими ошибочными способами толкования бытия, и таким образом создало огромную разность потенциалов.
порождающую очередную бойню. Лови. Сознание, замкнувшееся, какой бы то ни было частной догме, обязательно выйдет на фразу «Убей его, он не такой». Не делай этой ошибки. Не надо стрелять в каждого, кто думает не так, как ты. Относись к нему как к дополнительной батарейке, расширяющей твое поле зрения и дарующей тебе новый потенциал. Скажем, я, разговаривая с тобой, пытаюсь осмыслить то новое, что отличает тебя от меня, и дает мне возможность для нового способа выражения себя. А взамен даю тебе то, что может расширить твои границы. Мы ведь должны становиться сложнее, чтобы для нас не закончилось время. То есть включать в себя что-нибудь новое. Например, я тебя, а ты меня. Но для этого наши «я» должны объединиться, слиться во что-нибудь одно. Разве это возможно? Ну, разумеется. Я же тебе уже говорил. В беспредельном и вечном целом возможно все, без какого-либо исключения. И механизм такого объединения очень прост. Я бы даже сказал неизбежен. Смотри, вот твоя мировая линия, вот моя. Сходство в них есть, но отличия тоже. Отличие, которое с течением времени пропадет. Потому что наши мировоззрения притрутся. Мы подберем друг для друга позиции, которые изменению не подлежат. И тогда случится чудо. Из наших тобой личностных отношений время фактически пропадет. Мы не сможем отличить себя друг от друга. Мы начнем двигаться как монолит, как некое единое ядро, более сложное, чем его свободные части. Свободные потому, что в других секторах этого неравновесного в целом мира каждая из них берет ответственность на себя. В результате наше новое сложное «я» начинает исследовать более сложную область целого, уравновешивая и подтверждая ее бытие своим сознанием. И такое странное слияние, вознесение сознания на новые, более сложные уровни бытия ты в своей жизни уже проходил. От частицы к атому, потом к молекуле, к органелле, клетке, наконец, к многоклеточному существу. Существу, которое мыслит себя единым, отчетливо осознавая, что состоит из многих жизней, которые оно даже не различит. Как ты видишь, процесс усложнения идет уже очень давно. И хочется верить, что на уровне человека он не закончится. Обидно было бы падать, поднявшись так высоко. А теперь скажи, зная все это, что же именно выберешь ты? Пользу для целого или для части? Больше давать или больше брать? Да, я выбираю работу для целого. Не хочу быть паразитом. Вот и славненько. Тогда дальше пошли вместе. Вот помнишь, ты говорил. Я говорил лишь то, что тебе надо было услышать тогда, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Любая информация хороша лишь к месту, ты же знаешь. Мы теперь в новом месте, с ним и давай разбираться. Думаешь, справимся? Хочешь выбрать что-то иное? Да нет. Ну как подумаем, что еще предстоит? Это да. Привет. Ты что идешь такой грустный? Может помочь?